культурного влияния превратила эту рекламу в новый эталон. Многие считают, ее интернет снова всколыхнулся, когда Йонт выпустили свою последнюю рекламу с Ким Тёми или Ви из BTS. Казалось, что мир на мгновение замер, а затем возобновился в более мягком, красивом ритме и, конечно же, более спокойном. Всего через несколько минут после релиза 30-секундный ролик быстро стал горячей темой в Японии, Корее, США и по всей Европе. Любой, кто когда-либо видел обаяние этого участника BTS, не удивится. Ти обладает особым, труднообъяснимым впечатлением, какой-то магнетической красотой, которая заставляет людей на мгновение остановиться, чтобы почувствовать спокойствие. И когда реклама начало показывала команды, грациозно стоящие в гладких серых костюмах на спокойном розовом геометрическом фоне, публика сразу поняла, что Йонт не шутит. Они знали, что привлечь человека, которого HYB называет самым прекрасным хаосом, это всегда безопасное решение. Или, точнее, блестящая стратегия, почти гарантированно превращающая все, к чему он прикасается, в культурный феномен. Тию не нужно прилагать много усилий, чтобы взорвать интернет. Он просто стоит, смотрит в камеру, и мир реагирует сам собой. Это Видео Юн. NTH еще раз доказывает это. Без усилий. Когда камера приближается к Тэйнгу, наносящему сыворотку на лицо, вся сцена превращается в нечто почти кинематографическое. Его движения спокойны, выверенные, точны. Свет касается его кожи мягко, словно Йонт хотел, чтобы зрители не только увидели продукт, но и прочувствовали философию бренда. Элегантная простота, говорящая сквозь тишину. Японский текст, который появляется. Витамин с 30-секундным эффектом. Продолжительность жизни и мгновенное осветление. Краткий, точный и чистый, идеально отражая минималистичную японскую эстетику, которая вдохновляет рекламу. Творческая. Команда четко поняла одну важную вещь. Тахунгу не нужны замысловатые концепции, чтобы сиять. Он и есть концепция. Каждый кадр кажется мягким, но притягательным. Розовые тона фона гармонично сочетаются с его кожей. Его спокойные движения рук, его мимика без излишеств, но всегда оставляют сильное впечатление. Легкая улыбка в конце видео стала моментальным хитом, которым с энтузиазмом делились поклонники. В течение нескольких часов видео, показывающее на его губы с улыбкой, было просмотрено 1000 раз. X, Instagram и TikTok. Такие хэштеги, как Тэйнг и решетка Янве, внезапно стали доминировать в трендах в Японии и Корее, а затем распространились по всему миру. Это явление подтверждает то, что публике давно известно. Тяонг – это не просто K-pop-айдол. Он – это настроение, эстетика, самовоплощение, которое очаровывает без необходимости кричать. Будучи участником BTS с наибольшим количеством индивидуальных спонсорских контрактов после Джин, Туни постоянно доказывает, что его место в индустрии не случайно.
Его популярность неуклонно росла с момента дебюта, а его влияние как амбассадора бренда широко признано одним из самых надежных инвестиций для компании. Неудивительно, что мировые бренды конкурируют за его подпись. И, наблюдая за результатами компаний Юн и NTH, каждый может понять, почему. У Таюнга есть что-то редкое среди публичных личностей, естественная аура, которая позволяет людям чувствовать себя связанными, даже когда ему не нужно произносить ни слова. HYB называет его прекраснейшим хаосом, и это прозвище кажется все более точным с каждым появлением в новом проекте. В нем есть мягкая, таинственная красота, которая все еще излучает мощную харизму, словно он балансирует между двумя контрастными полюсами личности одновременно. Простой, но яркий, спокойный, но притягательный. Рекламный ролик Йонг передает это. Его сторону с поразительной элегантностью, без драматической музыки, без чрезмерных визуальных эффектов. Именно в тишине и минимализме очарование Таюнга ощущается сильнее всего. Зрители не просто смотрят рекламу. Они переживают чувственный момент. Концепция, основанная на минимальном визуальном отвлечении, в конечном итоге делает рекламу незабываемой. Кадр за кадром движется медленно, словно приглашая зрителей вздохнуть, успокоиться, насладиться каждым мгновением присутствия Тайонга. Многие поклонники описывают видео как визуальную медитацию, которую они пересматривают много раз, чтобы почувствовать то же самое. Умиротворение каждый раз, когда свет скользит по его коже. Вскоре СМИ и бьюти-сообщества обратили на это внимание. Несколько японских бьюти-журналов даже назвали сотрудничество Юн NTH с Times Tiume мастер-классом по тихому маркетингу роскоши. Этот термин подходит, потому что эта компания не о показной экстравагантности, а о мягкой, сдержанной роскоши, которая ощущается еще более эксклюзивной. Индустрия красоты быстро обратила внимание на причины всплеска активности. Их официальные посты на X превзошли показатели предыдущей кампании в течение нескольких часов. Хотя их видео на YouTube попало в тренды Японии, Кореи, даже ведущие инфлюенсеры в сфере красоты назвали рекламу самой элегантной рекламой средств по уходу за кожей года. Но за реакцией публики скрывается нечто еще более интересное. То, как Тайон влияет на других публичных людей. Не будет преувеличением сказать, что он кумир айдолов. Многие молодые актеры, певцы, модели и даже корейские комики открыто восхищаются Таеоном, будь то друг, харизматичная личность или вдохновитель стиля. Угар Сквад – его близкий круг известных актеров и певцов, таких как Пак Сео Джун и Чо Уик, часто описывает Тайона как человека с аурой, не похожий ни на кого другого. Они подчеркивают, что он никогда не пытается быть в центре внимания. При этом его присутствие естественным образом дополняет любую атмосферу. Для корейских публичных деятелей Тайон – идеальная фигурка. Он не только популярен, но и уважаем. Его непринужденный и искренний
Характер заставляет многих молодых знаменитостей брать на него пример в различных интервью. Имя Тума часто упоминается как айдол, с которым они хотели бы сотрудничать, или как человека, чьему образу жизни они хотели бы подражать. Теплый, простой и непринужденно. Стильный. Другими словами, Тэйон – это современное воплощение крутизны без забот. Возвращаясь к рекламной кампании YUNH. Небольшие детали в видео подчеркивают эту уникальную историю. Отражение. На флаконе с сывороткой медленные движения камеры и текстура света на его коже создают визуальное повествование, которое ощущается как искусство. Теа не изображает застывшее совершенство. Он изображает присутствие. Он показывает, как спокойствие может быть самой захватывающей формой красоты. Неудивительно, что поклонники называют это визуальной поэзией. Есть что-то, что странным образом заставляет зрителей чувствовать себя близкими к нему даже через экран. То, как он медленно моргает, нежно двигает руками или едва заметно улыбается, ощущается невероятно человечным и теплым. Это не игра. Теа просто самый. Некоторые комментарии под официальным видео YUNH прекрасно передают чувства зрителей. Один из них гласит: это всего 30 секунд, но кажется, что время замедляется, когда он смотрит в камеру. И это правда. Существует успокаивающий эффект, который трудно объяснить. Чаю удается превратить рекламу средств по уходу за кожей в личный момент, словно приглашая зрителей сделать паузу в своих ежедневных делах и найти красоту в тишине. Компания быстро вышла за рамки индустрии красоты. Дизайн-форумы, лайфстайл-блоги и маркетологи обсуждали то, что они называют эффектом яд. Как реклама может стать вирусной не благодаря шокирующему эффекту, а благодаря минималистичной эстетике, тихим эмоциям. Это форма мягкого, но высокоэффективного маркетинга, особенно когда ее представляет такой человек, как Тэйон. Сочетание искусства, маркетинга. Одной из самых успешных компаний года. Йонт не только достигла своей целевой аудитории, но и открыла дверь для глобальной. И в центре всего этого стоит Тэйон, спокойный, элегантный и настоящий. Этот успех подтверждает то, что многие давно знают. Очарование Тэйона не только визуальное. Он вызывает эмоции на экране. Теплое чувство возникает от одного взгляда на его улыбку. В этом есть подлинность, которую трудно найти в современной рекламе. В конце концов, Тэйон не просто представляет Юнт. Он воплощает философию компании. Красота – это не совершенство, а присутствие. Не о преображении, а чувствуй себя достаточной и уверенной в себе. И пока миллионы людей по всему миру просматривают один и тот же 30-секундный ролик, одна становится все более очевидной. Тэйону не нужно ничего говорить, чтобы оставить глубокое впечатление. Его молчание говорит громко, и в шумном мире это прекрасная тишина становится тем, что никто, кроме него, не может повторить.